Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, как вы помните, после вынесения решения по судебному иску Goodluck v. Biden о резервировании определенного количества виз для истцов было утверждено расписание проведения так называемых summary judgment, после завершения которых судья и должен будет вынести решение по срокам реализации исполнения судебного решения, то есть по срокам выдачи зарезервированных виз для победителей DV 2021, а точнее для истцов Goodluck и всех консолидированных исков. Более подробно о том, кому их будут выдавать, о количестве зарезервированных виз и о том, почему зарезервировали именно столько, я более подробно рассказывала в других видео. Подсказки будут здесь и ссылки на них в описании. Обязательно ознакомьтесь, если еще этого не сделали, чтобы понимать, о чем речь, и уже потом досматривайте это видео. Но сейчас давайте взглянем на ходатайство ответчиков, опубликованное вчера утром, и выделим самое основное. Опубликованный документ состоит из 99 страниц, и в чем Госдепу нет равных, так это в нежелании работать над решением проблемы и в желании сделать все возможное, чтобы не выполнять свои обязанности даже после прямого постановления суда. Они готовы исписать тонны страниц и стоять на своем до последнего, хотя, направив свой потенциал в другое русло, вопросы бы давно уже закрылись. Более детально с этим отчетом вы сможете ознакомиться и самостоятельно по ссылке в описании, а мы выделим только самое основное и расскажем, чего теперь ждать. Кстати, отчет был опубликован только вчера утром, и, как вы понимаете, информации очень много, но мы всю ее изучили, подготовили сценарий для видео, записали и на скорую руку отмонтировали. Конечно, мы что-то могли и упустить, поэтому я прошу вас делиться в комментариях своим мнением, и если вы ознакомились с отчетом самостоятельно, пишите свои мысли и наблюдения. А мы, в свою очередь, почитаем его еще раз, узнаем мнение адвокатов, и если будет необходимость, выпустим обновление. Так что подписывайтесь на канал и подключайте уведомления, чтобы не пропустить новое видео. И давайте уже посмотрим, что же написали ГОВы в этом ходатайстве. На первой странице ответчики говорят, что они имели право на приостановку процессов по выдаче DV-виз в связи с изданными президентскими прокламациями, что они, собственно, и сделали. Ведь это было связано с непредвиденными обстоятельствами, начавшейся и продолжающейся по сей день пандемией коронавируса COVID-19. А вот истцы, отобранные победители DV 2021, насколько я поняла, по их мнению, не имели права на судебное разбирательство. Потому они считают, что суд должен принять сторону ответчиков. Следующих 17 страниц только имена ответчиков и оглавления. Пропускаем их и переходим дальше. В разделе «Вступление» ответчики рассказывают, что государство поддерживает и поощряет иммиграцию, и благодаря диверсификационной лотерее в США за годы проведения программы эмигрировали миллионы человек. Однако в марте 2020 года пандемия COVID-19 изменила мир, затронув все аспекты жизни и работы. Были изданы президентские прокламации о правилах въезда для неграждан, и на этом основании заявители, попадающие под действие прокламации, не имели права на получение визы. От себя скажу, на самом деле выдача виз и въезд – разные вещи, и здесь они лгут, и именно на этом основывались первые иски для DV 2020, по которым суд признал действия неправомерными и постановил ускоренную выдачу виз в сентябре, несмотря на все еще действующую прокламацию. Тогда Госдеп, собственно, это и сделал, успев выдать за один месяц, по-моему, около 7 тысяч виз. Далее они рассказывают про ограниченные ресурсы и о том, что они не смогли их использовать на DV-визы, так как было принято решение отдать приоритет другим категориям виз, например, визам по воссоединению семьи. Но это тоже ложь, так как процесс выдачи виз по воссоединению тоже фактически был заморожен, и лишь единичные кейсы проходили собеседование. К тому же их придуманная многоуровневая приоритизация была признана судом незаконной. Но это почему-то не останавливает их, и они снова про нее говорят, как ни в чем не бывало. Дальше они говорят о том, что несмотря на то, что суд ранее постановил, что действия Госдепа были произвольными и юридически неверными, они с этим не согласны и хотят предоставить дополнительную информацию, чтобы доказать ошибочность решения судьи. Они, мол, понимают, что победители DV 2021 жаждали возможности мигрировать в США и разочарованы тем, что фискальный 2021 год прошел, и эту возможность у них отобрали. Однако по своей природе DV-программа является лотереей, и никаких гарантий получения визы у победителей никогда не было. И на этом основании вместе с продолжающейся пандемией суд должен отменить свой предварительный судебный запрет. От себя скажу, они правы, гарантий получения визы никто не давал, но они упускают одну очень важную деталь, о которой сам судья упоминал в своих судебных ордерах. Несмотря на то, что выдаче визы может быть отказано, отобранные победители имеют право на обработку своих кейсов и назначение интервью, на основании которого и будет принято решение, выдавать визу или нет. Именно этого права своими необоснованными и незаконными действиями они нас всех лишили.
Этот факт был озвучен в одном из судебных ордеров, как я говорила ранее, и судья ссылался на правовые документы, признав политику незаконной. Но головы, видимо, уже забыли. Далее они кратко рассказывают историю судебных исков и приводят примеры других судопроизводств, которые должны послужить в качестве прецедентов для отмены постановления суда. Ведь, по их мнению, в соответствии с законом про административную процедуру, суд может отменить решение Госдепа только в случае, если действия не были основаны на рассмотрении всех соответствующих факторов и когда была допущена явная ошибка. Здесь они тоже, видимо, забыли, что судья уже рассказывал, какие факторы не были приняты во внимание и какие ошибки были допущены и при создании многоуровневой приоритизации, и при заморозке процесса выдачи виз по DV-программе. Я точно уже не помню, в каком ордере и на какой странице, но судья четко расписал, что действия Госдепа признаются незаконными и капризными как минимум, потому что при введении многоуровневой приоритизации не были приняты во внимание множество факторов. Например, то, что DV-визы – единственные визы, которые имеют определенные временные рамки для получения, а Госдеп поставил им самый низкий приоритет, тем самым буквально уничтожив возможность иммиграции по данной категории виз, что незаконно. Но ответчики, такое чувство, что просто берут судебное решение и каждое слово полностью переворачивают с ног на голову. На месте судьи я бы очень разозлилась и надеюсь, так в конечном итоге и случится, и он поставит их на место. Далее они рассказывают о широких полномочиях, предоставленных Конгрессом Госдепу по управлению и координированию действий и работы дипломатической службы и персоналом, и о том, что дипломатические миссии и посольства имеют полное право принимать самостоятельное решение, в состоянии ли они предоставлять те или иные визовые услуги в соответствии с безопасностью персонала. Именно поэтому суд не может участвовать в процессах принятия решений Госдепом, и тем более не может указывать, как работать дипломатическим миссиям за границей. Вот здесь я точно уже не помню, но мне кажется, что судья уже и на это заявление писал точные аргументы. Почему такое трактование предоставленных аргументов не является верным? Если вы помните, в каком ордере это уже объяснялось, пожалуйста, напишите в комментариях. Потом они заявляют, что истцы не имеют юридической силы, ведь не смогли обосновать свое право на оспаривание действий Госдепа, так как не смогли доказать, что им был нанесен фактический вред. Но и это неправда, так как одним из требований судьи было предоставить информацию по конкретным кейсам, где, по мнению адвокатов, был нанесен неоспоримый вред. И эти кейсы 100% были бы обработаны и приглашены на интервью, если бы не произвольное, недобросовестное действие Госдепа и остальных ведомств. Адвокаты так и сделали, и в большинстве предоставленных примеров судья действительно увидел нанесенный непоправимый ущерб. Об этом судья также рассказывает в одном из своих судебных постановлений. Далее они снова повторяют, что никаких гарантий получения виз отобранным победителям не предоставлялось, опять забывая про гарантии обработки кейсов. И снова приводят в примеры другие судебные разбирательства, желая использовать их в качестве прецедентов, где суд отклонил исковые требования. Устанавливал, что неграждане за пределами США не могут быть истцами против государства в качестве ответчика, или Конгресс отменял постановление суда. Кроме того, всеми правдами и неправдами оправдывают президентские прокламации и говорят, что их вообще-то даже отменили, а потому по факту никакого существенного вреда нанесено не было. Рассказывают и о том, что у большинства истцов нет статуса Document Qualified, что в принципе не дает им права на что-то претендовать и требовать. Но только забывают упомянуть, что еще несколько лет назад процедуры проверки документов и вовсе не существовало. А сейчас документы не проверили не по вине истцов, а по вине неработающего на тот момент консульского центра в Кентукки, который просто-напросто не проверял письма, накопив бэклог в десятки тысяч писем. Дальше речь идет о том, что даже несмотря на глобальную пандемию, Госдеп, консульский центр и посольства во многих странах находили силы и ресурсы и на самом деле обрабатывали кейсы победителей DV 2021. Разумеется, не в полном объеме, но ведь пандемия же. Короче, ничего нового и, как всегда, прикрываются пандемией, отсутствием ресурсов, повышенной опасностью, заботой о персонале и тем, что у победителей не граждан США в принципе прав никаких быть не может. А чтобы иск имел какую-то силу и основание, все 24 тысячи кейсов судья обязан рассмотреть индивидуально, ведь, по их мнению, далеко не все могли бы претендовать на визу даже в годы, когда пандемии еще не было. Они часто повторяют, что после отмены прокламации 10.014 в конце февраля победители вновь имели возможность обработки своих кейсов и получения приглашений на интервью. Но почему-то не говорят, что даже в этом случае собеседования все равно не назначались и в марте, а победители из стран, которые попадали под шенгенский бан, не получали даже малое количество приглашений еще дольше. И вообще, все претензии истцов утратили свою силу 1 октября 2021 года, когда фискальный год был закончен, и суд не имел полномочий для резервирования виз после окончания фискального года, так как это нарушает четкую формулировку закона, который ограничивает право победителей на участие в программе после установленных временных рамок.
Короче, я еще раз повторяю, складывается такое впечатление, что ответчики просто прочитали решение судьи и совсем не читали аргументы, на основании которых судья выносил решение, и теперь просто оспаривают все, что только можно, несмотря на все факты, неправомерность своих действий и все прочее. Дальше они ссылаются на документы и постановления 50-х годов, рассказывая, что с законами про исключение для национальных интересов президент имеет право издавать президентские прокламации и запрещать въезд определенным гражданам в связи с определенными обстоятельствами. А кроме того, по их мнению, запрет въезда также предусматривает и запрет на выдачу виз, и что эти законы не оспаривались десятки лет и никаких изменений вынесено в них не было. А значит, они считают, суд должен отменить свое постановление и вынести решение в пользу ответчиков. Хотя, насколько я понимаю, речи про запрет выдачи виз в законах не идет, только про запрет на въезд, а это все-таки разные вещи. Я знаю, вы устали. Мы и сами не хотели делать бы видео настолько длинными, потому что это отнимает слишком много времени. Но поверьте мне, вся вышеозвученная информация – это первых 50 страниц документа, и кто-нибудь другой, я думаю, на ее пересказ потратил бы не 10 минут, как мы, а как минимум несколько часов, если не больше. Важной информации тут действительно очень много, и для тех, кто интересуется данной темой и хочет быть в курсе событий, это видео максимально полезно. Так что наберитесь терпения и досмотрите до конца, осталось немного. Напишите в комментариях, кто досмотрел видео до этого момента, а мы продолжаем. Потом, снова по кругу они пытаются оправдать действия Госдепа по введению многоуровневой приоритизации. Хотя судом уже было установлено, что при определении DV-виз на низший уровень приоритета не были учтены множество факторов, которые фактически поставили крест на иммиграции по данной категории виз. После этого, естественно, снова топят за законность президентских прокламаций и за то, что их даже несмотря на законность отменили, и все встало на свои места. На 58-й странице ответчики заявляют, что адвокаты и судья неправильно трактовали закон из руководства по иностранным делам, вырвав из контекста фразы, что все заявления на получение миграционной визы будут рассмотрены консульским офицером. И раз, по их мнению, фраза вырвана из контекста, то победителям не гарантирована не только выдача виз, но и обработка кейсов. Мы нашли это руководство, ссылку на него я оставлю в описании. И на мой взгляд, из контекста там ничего не вырвано и определено довольно четко. Ознакомьтесь самостоятельно, и вы тоже поймете, что это очередная ложь от государственных ответчиков. А еще они говорят, что хотя квота составляет 55 тысяч виз, нет никаких минимальных требований по выдаче виз, и Госдеп в принципе молодец, что выдал более 15 тысяч виз даже с учетом пандемии, и что Госдеп никаким образом не задерживал вынесение судебных решений по искам. Хотя звучит, конечно, это очень нелепо, с учетом того, что любые документы и слушания они всеми силами пытались перенести и отложить. А когда переносить не удавалось, сделали все в последние из возможных дней, тем самым, хотя и не нарушая закон, но прямо затягивали судебное разбирательство на максимально длительный срок. Далее ответчики совсем переходят границы и говорят о том, что истцы не только неверно трактуют законы и все остальное, но еще и ставят себя выше всех остальных, минимизируя большие интересы и поставив на кон здоровье и благополучие всех людей, борешься с пандемией COVID-19. Типа требованиями проводить собеседование или хотя бы зарезервировать визу до нормализации ситуации с пандемией, мы чуть ли не величайшая угроза национальной безопасности не только США, но и всего человечества. В самом конце они приходят к выводу, что суд не может приказать Госдепу выдавать DV-визы после истечения срока, указанного законом, который установил Конгресс, а значит ни о каком резерве виз после 30 сентября речи идти не может. И на основании всего вышеперечисленного в заключение государственные ответчики говорят, что по всем этим причинам суд должен вынести решение по summary judgment в их пользу. Кроме всего этого, в ходатайстве прилагаются старые документы про обновление региональных прокламаций в связи с пандемией и отчеты директора консульского центра в Кентукки и директора отдела внутренних операций визового офиса Госдепартамента о проделанной работе по DV-2021 с помесячным количеством проведенных собеседований и выданных виз. Но эти отчеты мы с вами видели уже и раньше, причем не раз. Правда, на этот раз они еще объясняют, почему в их отчетах раньше было так много неточностей и несоответствий в цифрах. И вроде как в этих текущих отчетах наконец-то предоставлены точные данные. Ну что ж, как из всего этого, скорее всего, следует, на всех этих слушаниях до февраля нашим адвокатам и судье предстоит не только решать вопрос по срокам выдачи резерва, но и подавать встречное ходатайство, оспаривая претензии ответчиков. Команда Моррисона сообщила, что подаст встречное возражение не позднее, чем 19 декабря, то есть максимум через месяц. Но я думаю, это произойдет раньше, ведь цели у наших адвокатов все затягивать до последнего, конечно же, нет.
Фух, это было действительно сложно, а потому я просто требую от вас максимальной поддержки этого видео. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Напишите несколько комментариев, причем чем больше, тем лучше. Потому что на создание таких видео уходит слишком много сил и времени, и нам необходимо видеть вашу поддержку. И напоминаю, ссылки на все документы для самостоятельного ознакомления вы найдете в описании под видео. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.